Добро пожаловать в село Байтерек. Заехали в село Байтерек. На въезде есть пешеходка, а над пешеходкой есть скоростомер вот такой. Справа какие-то торговые ряды есть. Поворот в сторону Талгара и начало Ембекши-Казахского района. На въезде также есть заправка. Вот такой вот есть Байтерек здесь на въезде. И вот здесь вот есть популярная заправка Жаркент. Помимо заправки здесь также есть и столовая, автомойка и, конечно же, супермаркет Жаркент. Местные магазинчики. Напротив Жаркента есть СТОшки, ремонт стартеров, генераторов, вулканизация. В супермаркете Жаркент также имеются и банкоматы. Отличная кулинария довольно-таки. Здесь частенько люди останавливаются, чтобы что-нибудь купить с собой, когда едут в сторону Чырына, Кульса и так далее. То есть здесь частенько останавливаются экскурсионные автобусы. Также вот на АЗС имеется туалет. Оказывается, там еще донерка продается. И здесь вот продается тандырный хлеб. 180 тенге. Тойхана Ясмин. И дальше за ним идет Гранд Холл Ясмин. Сегодня 28 февраля. Мы в селе Байтерек, который находится от Алматы буквально в 25 километрах. Снова КамАЗ проехал. На улице минус 5, где-то минус 6 градусов, солнечно и немного ветрено. А Гранд Холл со стороны очень круто выглядит. Тут находится еще одно СТО. А мы идем дальше. Через дорогу у нас Авеню ресторан и Мадина магазин. О, здесь также имеется авторазбор, оказывается. Мы сегодня снова гуляем вдоль Кульжинской трассы. И будет довольно-таки шумно. До этого тротуара не было. А здесь вот есть какой-то намек на тротуар. Оказывается, в селе Байтерек Кульжинский тракт превращается в Эльмерек-Абазское шоссе. Здесь совсем близко есть Тихая Заводь. По некоторым данным, население села Байтерек составляет от 10 тысяч человек до 12 тысяч человек. Подходим к центру села. Где-то здесь находится местная мечеть. А вот и мечеть. А рядом с мечетью находится вот такой вот дом быта. Тормоз и Акимат Байтерек ауылдық округы. Есть такие оранжевые урны. Оказывается, в этом же здании сидит пункт полиции. Так выглядит здание акимата. С другой стороны на карте отмечено, что это место называется Сосновый парк. Но похоже, это частная собственность. И как бы парк это чисто его личный. Ну, сосны здесь реально огромные, прям высокие.
Мы оказались на каком-то рынке. Вот так это место выглядит снаружи, оказывается, со стороны трассы. Позади этого здания находится мечеть, а здесь вот оптомаркет Береке. И если идти вдоль Кульджинской трассы, то так выглядит все спереди. Есть вот такие вот старенькие остановочки. Остановка тоже сделана из остатков тесушек, тарелок и так далее. 203-й автобус проехал. Здесь вот очень много ларьков, а позади него находится базар. А там в конце можно увидеть храм. Через дорогу тоже есть оптовки, магазин обуви, аптека, тоже какой-то торговый центр небольшой, парковка вдоль трассы. Такие вот здесь торговые ряды, базарчик. Мясо говядины продают за 200. Совсем забыл вам представить, сегодня со мной гуляет Даурен. Он не местный, он из Алматы. Точнее, нет, ты же не из Алматы. Откуда ты? А, он из Кентау, точно. Вдоль трассы нельзя не заметить вот этот храм. В селе есть газовые трубы, но также вдоль дороги продают здесь уголь. Храм начали строить в 1994 году, закончили в 2000-м. А за храмом, вон там, кажется, есть школа. Выпускники 1989 года. И вот мы на территории школы. Там, видимо, через дорогу строится какой-то ресторанный комплекс. Еще одна аптека. И напротив есть магазин автозапчастей. Магазин «Березка», кафе, пивко. Едешь на Кульцай, там есть остановка. Видимо, где-то здесь есть больничка. Справа кафе «Султан», а слева вон там пункт замены масла.
Также гуляем вдоль трассы, только уже с другой стороны. Круто, здесь тот автодом продает. Цена 22 миллиона 2010 года. Вот оказывается, как здесь выглядит тротуар. Да, много стареньких домов есть. Здесь тоже сало продается. ТО Мариша. И тут вот продается. Идем по переулку Центральный. Слева здесь у нас детский сад. А тут вот продаются дрова. К дереву прибиты гвоздями. Да. Там находится больничка. Ой, оказывается, здесь находится медицинский центр Тахет. А, вон справа, походу, там больница. На фоне медцентра больничка выглядит очень грустно. Байтерек большой и тем более хорошо растянулся по Кульжинской трассе. Так что местные жители могут делать бизнес. Внутри села вышли вот на такую улицу. Здесь даже тротуары есть. И асфальт вроде как новый. Улица называется Школьная, но почему-то по этой улице катаются огромные грузовики. Тротуар, оказывается, здесь есть с двух сторон, но с той стороны не почистили. А здесь вот более-менее чисто. Ошибочка, оказывается, тротуар есть только с одной стороны улицы. Нашли вот такой вот пешеходный переулок. Нашли вот такой вот многоэтажный квартирный комплекс, я так понимаю. Походу снова вернулись к школе. Кажется, кругами ходим. А так вот выглядит местное здание Казпочты. А, это даже банкомат есть, оказывается. А, ну он не рабочий, кажется. А, нет, соврал. Рабочий. Такая здесь вот желтая остановочка. Да, вот и байтерек. В байтереке есть байтерек. Чего только здесь нет, однако. Оказались на строительном рынке. Ничего себе, какие здесь. Самса 170, хлеб по 130. Карта говорит, что это дом культуры. Но, к сожалению, здесь никаких обозначений нет, что это дом культуры. Наверное, бывший дом культуры. Вы не поверите, но это, оказывается, церковь. Но без всяких обозначений. Внутрь зашли, и там нас встретили, сказали, это церковь. И там идет служение и так далее.
А рядом с этой церковью есть вот такое вот большое футбольное поле. Но, видать, давно не играют. Раньше село Байтерек назывался Новоалексеевка. Это уже наша третья остановка в селе Байтерек. И как можно заметить, они все разные. И все такие уникальные. Если вы знаете какую-то интересную информацию про село Байтерек, пожалуйста, поделитесь об этом внизу под видео в комментариях. В Байтереке есть проблемы с пешеходными переходами. Они как бы есть, но на них редко когда пропускают. Так что будьте аккуратны и внимательны. Мы находимся в селе Байтерек, Ембекши-Казахский район, Алматинская область, Казахстан. Еще дома двухэтажные. Едем по дороге в сторону Талгара от Байтерека. Слева находится какая-то база с грузовыми машинами. Справа вот аптеку проезжаем. Здесь какое-то здание, что-то строится. Вот слева, смотрите. Очень много грузовых машин там. По той же Талгарской дороге спускаемся в сторону села Байтерек. Оказывается, здесь эти ребята тоже есть, которые собирают мусор. Сюда мы пешком не дошли, решили проехать на машине вдоль Кульджинской трассы. Есть рестораны, вот новый ресторан, видимо, строится, Малика. Еще вот такой вот слева есть шоссе, ресторан. Автомойка есть, самообслуживание. Гостиница Байтерек есть и Тойхана Байтерек. Ой, а тут что-то посрубали все деревья, верхушки. И слева еще, видимо, один Тойхана. Да, Хантау называется. Справа центр шашлыка, Донерка. И уже пошли снова новые АЗСки. Royal Petrol, Газпромнефть. Здесь, оказывается, находится центр олимпийской подготовки. Только мы не знаем, он относится к селу Байтерек или нет. Где-то на картах отмечено, что он как бы относится к селу Байтерек. И также на других картах есть отметка, что он относится к селу Жанашар. Остановка у гостиницы Байтерек. Оказалось, что рядом с гостиницей есть еще один Байтерек. Цены в гостинице: 1 час 2000 тенге, 12 часов 6000 тенге и 24 часа 8000 тенге. Спасибо, до скорых встреч и пока-пока, увидимся.